Я приветствую вас, представители знака зодиака Стрелец. Таро прогноз. Март 2025 года. Что откроется, что прояснится. Секреты марта и ключи судьбы. Давайте узнаем подсказки карт. И будем добрее и милосерднее к самим себе. Ведь жизнь не бывает полностью предсказуема. Давайте через карты Таро рассмотрим один из альтернативных вариантов с позиции позитивной психологии. И останемся реалистами, поскольку любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки все же вы получите. Или сумеете, глядя на карты, слушая прогноз, рассмотреть вашу ситуацию с другого ракурса, с другими вариантами, с другими возможностями. Раз уж мы с вами живем в такую непростую эпоху, хотя, может быть, и интересную, но есть два момента, на которые мы не влияем. Это мнение людское, это, наверное, во все века и времена, и на обстоятельства. А вот адаптировать себя – основная задача 2025 года. Итак, давайте будем узнавать, чему вам нужно уделить внимание, или что есть ключи, знаки судьбы. Может быть, это какие-то предпосылки, которые нас ведут к более крупным, серьезным переменам, и важно это увидеть в марте или уделить чему-то внимание. У вас вполне вероятно, что потом что-то будет меняться. Ну, давайте узнаем, что откроется, что прояснится в марте месяце. И следующие две карты у нас будут означать, сбудется ли ваше желание, исполнится ли, осуществится ли задуманное. У нас два варианта, и вы можете загадать по-разному. Можете загадать один, можете загадать и два, и разные какие-то темы. Или вы можете какой-то еще вариант придумать, к примеру, на какой-то период точно загадать, даже если вот одно дело вы хотите действительно осуществить. Тогда разница по срокам. Одним словом, это, как вам подсказывает интуиция. А мы посмотрим, насколько этот план осуществим. Следующая карта у нас будет называться «Неожиданности марта». Сфера ваших достижений, работы и денег. И сфера личной жизни и любви. Итак, давайте будем узнавать, чему уделить внимание. Вот какая-то, с одной стороны, это карта старшего аркана, Луна, и со знаком плюс проигрывается очень хорошо, когда мы находимся дома, мы находимся в лоне семьи, среди наших близких, в наших родных стенах, будем говорить, когда приходим домой отдыхать, приводим мысли в порядок, восстанавливаем силы, и это все со знаком плюс. Или вот какая-то эмпатия по отношению к вашим близким, или близких, кстати, к вам. Но есть еще и другое значение, тем более старший аркан. Любая карта имеет много значений, но, по сути дела, это неопределенность. С одной стороны, она нам может говорить о том, что мы словно погружаемся, вот как эта девушка, погружаемся на глубину чувств, на глубину наших эмоций. Где-то о подсказках интуиции, что интуиция будет давать правильные советы, как ваше шестое чувство, и тут, может быть, чего-то не пропустить. Но я бы сказала, если чему уделить внимание. Все же какая-то должна быть внесена ясность по некоторым вопросам, по которым либо сейчас какой-то стопор, либо наступила пауза. Ну, видимо, это сделать совершенно необходимо, хотя бы для самого себя или самой, понимать, куда вы идете или чего вы хотите достичь. Для себя по аркану Луна, может быть, мы и не проясним что-то на 100%, но оттолкнуться от того, чего же хотите вы, мои дорогие стрельцы. И кто знает, может быть, где-то через интуицию вам придут нужные подсказки. Может быть, вы сумеете обдумать какую-то ситуацию вот как раз альтернативным методом и найти выход даже в тех обстоятельствах, которые прежде для вас казались безысходностью. Вот такое я могу допустить. Но я так надеюсь, что для большинства из вас это проиграется как ваш домашний дом, ваши близкие, родственники. Но все же и еще должна добавить такой маленький нюанс. Пусть это не для всех, но меня смотрят люди из разных стран. И ситуации сейчас происходят самые невероятные. Может быть, нам казалось, что все стабильно, все хорошо, а тут мы сталкиваемся с обстоятельствами даже непреодолимой силы. Так вот, аркан Луна. По части, если вы оказываетесь в толпе, мои дорогие стрельцы, помните, вам в обратную сторону. Вам важно все контролировать. Это не имеется в виду кого-то контролировать, а быть более осознанным к самому себе. Мы можем сделать что-то, как, знаете,
на автопилоте, или как по наитию, или мы можем сделать в привычном шаблоне, на автоматизме, и не подметим каких-то первых звоночков, вестников о том, что нам с пространства словно сигнализирует стрелец. Вот здесь будь осознанным и внимательным. Поэтому буквально, может быть, идете по улице или где-то вы находитесь, куда-то отправляетесь. Будьте внимательны к тому, что для вас вот какая-то большая общность людей может быть сопряжена с риском. По крайней мере, я надеюсь, не для всех проиграется, но сказать я об этом должна. По пятерке мечей это есть всегда как либо спор, либо какая-то конфронтация, или это было когда-то. Но, видимо, раз эта карта выпадает, к вам может обратиться такой же человек, может быть, с теми или иными вопросами. Это могут быть те люди, которых мы не можем исключить из нашей жизни, как бы мы к ним ни относились. Это может быть ситуация и по работе, когда наша жизнь, а так оно и бывает, по пятерке мечей, мы как будто с кем-то повздорили или не нашли взаимопонимания, а жизнь нам как нарочно, еще раз урок. Нас в том или ином вопросе, в какой-то теме сталкивает снова с этим человеком. И, может быть, должна быть внесена ясность. Причем эмоции здесь не помогут, это точно. Карта говорит о том, что мы можем пытаться что-то доказывать, ведь это карта первой победы. Мы можем доказывать и долго объяснять, приводить какие-то аргументы, но человек останется при своем мнении. И мы в результате потеряем время, силы, нервы и никому ничего не докажем. Здесь не должно быть какой-то сепарации. Это не значит, что мы со всеми соглашаемся или объявляем, да, кому-то, что да, я с тобой согласен. Все же карта предусматривает больше почетный компромисс или, может быть, даже наше молчание. Когда, ну, если человеку захотелось какие-то свои эмоции выплеснуть, пусть это даже где-то в нашу сторону бывает с негативом, увы. Но не поднимайте перчатку, если вам кто-то пытается ее бросить. Вот, видимо, в этот период не конфликтовать. Но мы можем и сами быть в прекрасном здравии. И вы, мои дорогие стрельцы, прекрасные оптимисты. Вы как раз солнечные люди. Но у людей разное мировосприятие. И поэтому кто-то, может быть, как мы говорим, на взводе, да, ищет вот какого-то конфликта. И такие персоны тоже бывают. Поэтому не поддавайтесь как и какой-то панике, может быть, буквально так. Не поддавайтесь чьему-либо мнению. Оставайтесь верны самим себе. Но есть какая-то путаница, по крайней мере. И вот, видимо, посмотрите, прекрасный аркан. 21-й старший аркан – мир. Ну, это как мир в вашей душе, где-то и говорит, чему надо уделить внимание. А для кого-то из вас, куда вы собираетесь ехать? Или, может быть, вы недавно переехали. И тут еще тысячи неопределенностей, и люди непонятны. У кого-то буквально так проиграется. У кого-то это сопряжено, что вы недавно поменяли работу. Или у кого-то из вас это ваши планы на будущее, потому что 21-й старший аркан, вот какой-то итог должен быть вами подведен, или как красная линия какая-то в тех или иных вопросах проведена в марте месяце. Может быть, вы для себя новую стратегию, тактику или новую форму общения с людьми где-то выстроите, я могу это допустить. Вы можете корректировать планы в зависимости от той обстановки, которая у вас, кстати, может проясняться постепенно, день за днем в марте. Здесь могут приходить и новости, знаете, как тайна. То, что раньше было скрыто, а теперь мы узнаем. Теперь это явь. Но по аркану Луна вообще непонятно, как к этому относиться. Вот такая метаморфоза тоже может быть. Тогда помните, мои дорогие стрельцы, что даже какие-то непредвиденные события или странные люди, которых вы можете встречать, или люди противоречивые, со сложным характером, со сложной психикой, такое тоже может быть. Но вас выручает вот этот мир спокойствия в душе, когда вы и не реагируете ни на что, так и с другой стороны вы предельно внимательны, чтобы себе не навредить. Может быть, вот этот период марта, карты вам говорят, ты, стрелец, пройди как-то спокойно. И тогда для тебя мир, гармония и какие-то, может быть, с учетом уже захода на апрель. А у нас в марте очень много планетарных сложных транзитов, собственно, как и в феврале. И здесь могут быть такие перемены, как смена шаблона привычного для нас. Это и для нас где-то может быть тоже психологически сложно. Получение информации или то, что мы говорили, такого не может быть. А вот тут вот на тебе и случается. И такое тоже может быть. Поэтому
Будьте, как я говорила, и осознанным, внимательным, берегите самих себя, потому что перед вами открываются практически третья карта. Новые возможности. Весь мир перед вами. И из-за каких-то мелочей вы не можете потерять как точку опоры, или начать в себе сомневаться, или из-за какого-то конфликта, чтобы не получилось решить какой-то вопрос. Нет, гибче, лояльней, и слушая интуицию, вы большего добьетесь. Вот об этом нам хотят сказать карты. Что же у вас откроется, что прояснится? У кого-то может проясниться прежняя история, по которой у вас или с которой были связаны сильные эмоции. Вот такие, наверное, сильные, как изображены на карте. Тройка мечей. Это израненное сердце. Девушка практически кричит от боли. Но это было прежде. Это не теперь. Это когда-то, это словно пронзенное тремя мечами было сердце. Теперь нам показывают заштопанное уже сердце. Оно уже не болит. Шрамы зажили, но шрамы остались. И эта карта, кстати, я ее люблю за то, что это позиция сильного человека. Это когда, да, нам довелось пройти какой-то сложный опыт. Но мы теперь эту ошибку не повторим. Нас не уговорят на какую-нибудь глупость, к примеру. Или не уговорят ни на ненужные траты. Или для нас сложнее нацепить на наши глаза розовые очки. Мы здесь более внимательны, мы становимся реалистом. И если прежде нас то, что ранило, то теперь мы на это смотрим со здоровым равнодушием. Правда, это где-то, одна ступень к магу. Потому что маг, как известно, он же и волшебник или тот, который все стихии в руках имеет. Он проходит вот этот сложный путь неизбежно. Магами не рождаются, ими становятся, мои дорогие стрельцы. И вот что откроется? Здесь может открыться как новость, тема, тайна, у каждого по-своему. Может быть, как раз по той древней какой-то или прошлой ситуации, которая была какое-то время назад. У вас уже все зажило. Но, может быть, прежде это было связано вот с таким болевым шоком или эмоциональным, может быть, когда вы столкнулись с предательством, вы столкнулись с нечестностью, но вот теперь вы узнаете, почему это было, или какие были предпосылки. С другой стороны, открывается еще, почему поступил так человек, если это была связана история с конкретным персонажем. Но теперь вам никак. Вас это уже не цепляет. Вы уже на это смотрите здраво, вы просто делаете выводы. Вот будет какая-то ситуация, которая в прошлом была как со знаком минус, а здесь у вас наступает прозрение, почему же это произошло. Может быть, не исключаю, вы примете, что сделали или допустили какую-то ошибку. И тогда это вот честно быть самим собой определенно стоит. Потому что тогда наверняка на 1000% не получится никому вас ввести в какие-то словесные дебри или вам словно найти еще какие-то грабли. Вот так формируется сильная позиция. И это открывается либо с вашим, как повторюсь, как внутренним видением, вы понимаете, уже теперь проясняется какая-то обстановка, но кто знает, у кого-то информация приходит, что откроется, что прояснится. Но вот очень символично, королева жезлов – это тоже карта сильной позиции, сильного человека, которого, по преданию, жизнь ставила на колени многократно. И, видимо, вот такой опыт, как по тройке мечей, он был не единожды. И каждый раз королева жезлов поднималась. Энергетика карты ваша, мои дорогие, жезлы, огненная. И вот теперь королева жезлов, вот этот черный кот, она никому ничего не говорит. Она умеет хранить тайны, свои и тайны чужие. В результате этого ей доверяют, ей несут какие-то тайны, и поэтому она обладает больше информацией, чем все остальные. И кто знает, может быть, из этой информации, которую ей приносят люди, она анализирует и для себя какой-то вопрос может решить более проще или более слаженно. Потому что, опять же, владеешь информацией, говорят, владеешь миром. Правильно сориентироваться в какой-то обстановке она может. И она очень удачлива. Дела, работа, бизнес. И правильно распоряжается деньгами. Вот поэтому что открывается? Может быть, у кого-то открывается тайна по личной жизни, а для кого-то это как какая-то перезагрузка. И вы поймете, как вот ноу-хау, как вам теперь действовать по части работы, дополнительного заработка или
ну, какой-то финансовой ситуации, может быть, ситуации, связанной с домом, жилищем, так тоже может быть. Или в зависимости от той местности, где вы находитесь. Может быть, и там есть какие-то нюансы, которые вам нужно учитывать. Вот в целом немногословность вам тоже помогает. Давайте посмотрим, осуществится ли ваше желание. Да. Тут как высшие силы хотят, чтобы оно осуществилось. Это как и финансовое благополучие, но и как пространство нам помогает. Я должна сказать, что тут карта может говорить о том, что будет как минимум один человек, который может прийти на помощь. Понятно, желания, намерения у каждого свои, но помощь, она предусмотрена по шестерке пентаклей. У кого-то это может быть патовая ситуация по деньгам, и тогда, поверьте, в вашем окружении есть человек, который может как раз вас выручить и буквально деньгами. Я не говорю, что это безвозмездно, нет. Но, к примеру, нужно провести какой-то платеж вот именно в определенную дату, а ваши деньги где-то задерживаются. Или какая-то иная ситуация. Вот есть в вашем окружении такой человек. И если вы проанализируете, при должном желании, поверьте, вы его найдете. Вы решите это так или иначе вопрос. Единственное нам, о чем говорит карта. Здесь можно и заработать деньги. Здесь можно и получить какой-то бонус, может быть, и по работе. Сами по себе какие-то могут быть приятные сюрпризы. Ну, может быть, в виде подарков. Я такое тоже допускаю. Или денег, какой-то суммы денег. Но к вам ведь тоже могут обратиться за помощью. Так вот, шестерка пентаклей говорит: помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Здесь однозначно да, при помощи высших сил. Ну, или как судьбы, называйте это как угодно. Судьба, которая, может быть, через руки других людей вам возвращает что-то доброе, сделанное вами прежде. Так оно и срабатывает в нашей жизни. Если вы поступали хорошо, если вы кому-то помогали, то обязательно пространство нам эту возможность вернет. Пусть, опять же, это каким-то другим способом. Или нужного человека встретим, или мы, ну, как будем иметь какой-то контакт и узнаем, как правильно оформить или какое-то дело обустроить. Так ведь тоже дельный совет дорогого стоит. Или буквально у кого-то будет касаться решения финансовых вопросов. Но эти финансы нужно сохранять. Но на то желание, что вы загадали, да. Ну, дважды, трижды, да. Волшебно. Продолжайте что-то, мои дорогие стрельцы. Если вы уверены в себе, но я имею в виду уверенность, это не самонадеянность, отнюдь нет. Потому что самонадеянность нас, знаете, как делает слепыми. В каком плане? Мы уверены, что будет все так, как мы себе запрограммировали, а в жизни оно так редко бывает. Нам чаще приходится корректировать что-то. И поэтому, кстати, карта императрица – это та, которая призвана вообще себе не навредить. И неважно, кто сейчас меня смотрит, мужчины или девушки, женщины. Конечно, для девушек, для женщин, для девочек это карта женской силы, безусловно. Для кого-то из вас, может быть, если вы загадали сообразно возрасту и вашим целям, я жду ребенка, да, есть возможность как бы стать мамой, будем говорить. Для мужчин это может означать важная женщина. И, возможно, какая-то важная женщина будет содействовать решению вопроса, который вы загадали по второму варианту. Но это еще и статусная карта, смена статуса. И у кого-то смена статуса по работе, у кого-то это может проиграться и в личной жизни. Такое я тоже допускаю. Вообще сильная позиция и на финансы, и на недвижимость, или то место, где вы находитесь. Но надеемся мы тоже сами на себя. И нужно быть, безусловно, ну, более гибче. Наверное, поставите, если перед собой какую-то цель, и рядом с этой целью словно пропишите: «Я не должен или не должна себе навредить». Поверьте, тогда вы каждый какой-то пункт вашей жизни или ну, то или иное решение, ответ, выбор, вы будете все время соотносить, а мне это навредит или нет. Очень правильная позиция, потому что меньше ошибок. Вот береги себя, нам ведь об этом тоже говорит карта. Кроме всего прочего, у кого-то из вас, если вы загадали, осуществится ли мой проект, может быть творческий, может быть, ну, любой другой, у кого-то и научный, да, безусловно. Потому что императрица плодовита, и не буквально, не только буквально, а еще на планы, на какие-то творческие инсайты, на задумки, на идею, на мечту.
а в последующем она пытается это воплотить в жизнь, и у нее все удается, но рассчитывает она сама на себя. Тоже карта сильного человека. Неожиданности. Вот интересно, смотрите, у вас какой-то этап жизненный действительно заканчивается. И ваша задача подвести итоги, с одной стороны. Вот где-то эта карта мир, причем такие добрые итоги. Словно один жезл очертил круг и теперь пойдет на новый виток. И по жезлов нам говорит о том, что предложения, например, или по работе могут быть, или предложения по учебе. Безусловно, это вы сами можете инициировать, как и учебу, если вам какая-то тема интересна. Вы можете обучаться онлайн, или вы хотите осуществить, может быть, что-то в своей жизни, и для этого вам необходимы знания. Все-таки Паш предусматривает о том, что мы должны что-то прояснить. Может быть, для кого-то из вас это как возможность оформить тот или иной документ, и новая возможность, да, но всегда это возможности идут по этой карте. По этой карте, как я уже сказала, нам нужно либо что-то изучить, либо, может быть, обратиться к какому-то лицу, смотря чего касается ваш вопрос, каким образом оформить какую-то важную бумагу или согласовать какое-то дело. То есть какое-то продолжение все же следует. И у каждого здесь разные планы. Но в неожиданностях, мои дорогие стрельцы, у вас возможности. Дела, работа, бизнесы и сфера ваших достижений. Ну вот энергетика, кстати, королевы Пентаклей, как у аркана императрица. Ну понятно, императрица это выше по рангу, но часто по королеве Пентаклей тоже это ведь та, которая из любого хаоса умеет построить порядок или отстроить свое благополучие с нуля. Для вас как по ремеслу, как по делу вашему личному, творчеству, по работе. Что бы вы тут ни задумали, нет ничего невозможного. Просчитывает все детально королева Пентаклей, но она не отказывает себе в новых идеях или в каких-то новых направлениях. Она постоянно, это творческий человек, поэтому где-то вам подсказывает, что на ваши достижения, на вашу работу, ну и где-то деньги тоже. Тем более выпадает шестерка Пентаклей. Благополучный период марта. Дерзайте что-то. Или наоборот, у кого, допустим, с недвижимостью связано, можно как-то ваш вопрос продвинуть. При этом тоже быть гибче, понимаете? Потому что мы можем в одном фарватере видеть, как будет продвигаться, допустим, купля-продажа. Но жизнь нам иногда преподносит сюрпризы, словно нам нужно подвинуться или рассмотреть какую-то альтернативу. И, кстати, не настаивать на своем. Вот мы с вами об этом говорили. Опять же, будут даны возможности, ну а как вы этим воспользуетесь, это зависит от вас. Для кого-то из вас по королеве Пентакли это помощь близких. И пусть у нас выпала королева, но мы не рассматриваем по полу карту. Поэтому, в принципе, близкие люди, супруги проходят по этой карте, или близкие, может быть, родственники, или тот человек, который болеет за вас душой. Это может быть кто угодно. Но люди, иногда бывают наши друзья едва ли не ближе, чем родственники. У каждого своя концепция взаимоотношений. Но что-то доброе, хорошее, как и по творчеству, как и по работе, по вашим достижениям и деньгам. Безусловно, в марте ожидается. Но все зависит от того, как вы с этим будете распоряжаться. В личной жизни тройка чаш, праздник. У кого-то, правда, в личной жизни какие-то интересные события. И к у каждого по-своему. Карта праздника или аркан императрицы как раз больше говорит о позитивных моментах. Понятно, что императрица сразу все сферы жизни охватывает, но и по личной жизни карта статуса может быть и правда для кого-то предложение руки и сердца, или вам, или вы будете делать, или к этому все, как мы говорим, идет, какие-то отношения продолжаются. Я могу предположить, что пятерка мечей в жизни бывает полностью предсказуема, у кого-то бывают и минусовые ситуации, но, может быть, вы как раз будете подводить итог тем отношениям, которые утрачено взаимопонимание. Уже, наверное, все, что могло, оно случилось и с плюсом, и с минусом. Вас уже тяготит какая-то обстановка. Или, может быть, какие-то деструктивные вообще отношения. Тогда иногда эта карта говорит и о любовных треугольниках, когда мы на выборе, или кто-то на выборе, а мы как раз, словно заложники чьей-то ситуации или чьего-либо выбора. Тогда нужно делать выбор самому или самой. Но для тех, кто все хорошо,
Карта обещает праздник и приятные эмоции. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.